Очень много имен, очень много событий, поэтому если у вас есть желание действительно разобраться в том, как кто представляет ФДМ сегодня и какими путями они к этому пришли, сначала посмотрите видео «Наследие доктора Тепальдеса» еще раз, а затем отложите все остальные дела и смотрите это и следующие за этим очень внимательно, ни на что не отвлекаясь. Наследники доктора Тепальдеса. Его семья, интересы которой представляет сын доктора Тепальдеса, юрист Алекс Тепальдес, помощница доктора Тепальдеса Мач Кастен, обладательница его архивов и уникальных воспоминаний о нем и его работе с конца 1996 года, ученики доктора Тепальдеса из США, Европы и Японии, двое из которых были наделены доктором Тепальдесом правом или обязанностью преподавать основы метода Тепальдеса, мануальной терапии по Тепальдесу, и воры-плагиаторы, информацию о которой я располагаю, я уже представил в видео о событиях 1997 года и о Сусан Гримшоу в первой части своего обзора. Я начну с истории их взаимоотношений, потом расскажу о каждом и представлю вашему вниманию резюме. В 2003 году на своем сайте доктор Тепальдес представил европейскую, азиатскую и американскую ФДМ-ассоциации и их президентов. Австрийца Георга Харрера, доктора медицины и доктора остеопатии, японца Кески Танака, тогда еще не ФДМО, и американца Марка Чернецки, доктора остеопатии, соответственно. Юридически в 2003 году была зарегистрирована только Азиатская ассоциация ФДМ-терапевтов и только на территории Японии. Европейскую ассоциацию ФДМ-терапевтов ЕФДМА доктор Георг Харрер, остеопат Кристоф Росми, доктор Кристиан Штайн и доктор Эрик Гстарц, каждый из которых обучался у доктора Тепальдеса, учредили в Австрии только в 2006 году. В Америке ФДМ-ассоциация фактически появилась еще позже, в 2007. Она объединила Мач Кастен, нескольких остеопатов, посещавших семинары доктора Тепальдеса на Аляске, доктор Рэй Андреассен, доктор Джин Леннард и доктор Байрон Перкинс. Ни один из них не был участником первого международного конгресса в Мэйне в 2001 году и даже не был тогда еще знаком ни с доктором Тепальдесом, ни с моделью фасциальных дисторсий. И друзей доктора Тепальдеса, людей, не имеющих отношения к медицинским аспектам модели фасциальных дисторсий. Мач Кастен в личной переписке сообщила мне о том, что Марк Чернецки был лишен медицинской лицензии. Это несчастье произошло до второго международного ФДМ-конгресса 2005 года. По этой причине он на нем и не присутствовал. И был утрачен для ФДМ. Я попросил ее рассказать об этом прецеденте больше, но пока не получил ответа. Также в состав соучредителей Американской ФДМ-ассоциации не вошел Алекс Тепальдес. Почему? Ответ на этот вопрос дает он сам в заявлении, опубликованном на сайте Select Seminar Services LLC 31 января 2017 года. Озвучу его полностью. Недавно группа остеопатов, называющая себя Американской ФДМ-ассоциацией или АФДМА, объявила, что они приглашают на свои курсы хиропрактов и физиотерапевтов. По сути, это признание того, что много лет назад я был прав, когда сказал им, что ФДМ более актуальна для такого рода специалистов, чем для докторов медицины и остеопатии. Мой отец был разочарован продвижением ФДМ в остеопатических кругах. Незадолго до своей смерти он попросил меня посетить офис хиропракта, который жил рядом со мной и интересовался ФДМ. Воскресный день я провел в гостях у этого доктора, потом позвонил отцу и рассказал ему, как все прошло. Это был последний раз, когда мы разговаривали, потому что 2 дня спустя у него случился сердечный приступ. Впоследствии несколько докторов остеопатии, которые обучались у моего отца, сформировали организацию, чтобы обучать ФДМ после его ухода из жизни. Я был обеспокоен тем, что они не будут иметь большого успеха среди докторов остеопатии, и считал, что им следует делать то, о чем говорил мой отец – распространять ФДМ среди хиропрактов. Тем не менее,
Доктора остеопатии ФДМА отказались рассматривать возможность обучения хиропрактов и кого бы то ни было другого, кроме врачей. Многие хиропракты хотели бы изучать ФДМ, и я поощрял докторов остеопатии из АФДМА обучать их, но они настаивали на том, что только обучение докторов остеопатии и докторов медицины может интегрировать ФДМ в медицину. Когда я сказал им, что их план не сработает и что я собираюсь сделать ФДМ доступным для практиков, которые действительно занимаются лечением травм мягких тканей, они посмеялись надо мной. Они спросили, как я собираюсь это сделать, если я сам не практикую. Я сделал единственное, на что был способен в то время. Я предложил практикам курс из видеороликов лечения, проводимого моим отцом, который он демонстрировал на своих семинарах. Один хиропракт, Кейси Хаммель, ознакомившись с этим материалом, выразил желание организовать семинары по практической части. Доктор Хаммель обладает такой же уверенностью, трудовой этикой, скрупулезным вниманием к деталям и состраданием к своим пациентам, как мой отец. Вместе с доктором Хаммелем и Джеем Фергюсоном, программистом, графическим дизайнером и бизнес-специалистом, я организовал семинары по модели фасциальных дисторсий. У нас 13 отличных инструкторов, качественные и легко доступные учебные материалы, в том числе онлайн-руководство, и передовые методы преподавания через обучение мыслить в рамках модели, позволяющие студентам в непринужденной атмосфере изучить ФДМ и добиваться успеха в своей клинике в рекордно короткие сроки. Мы сертифицировали более 1200 специалистов в США и Канаде и провели семинары на базе нескольких команд главной бейсбольной лиги и футбольных команд первого дивизиона. 85% студентов, посетивших семинар по верхнему или нижнему региону, возвращаются, чтобы пройти следующий. Теперь, когда я успешно преподаю ФДМ-хиропрактам, спортивным тренерам и физиотерапевтам без помощи АФДМА, они решают обучать представителей этих специальностей в прямой конкуренции со мной. Их попытки усложнить мою жизнь и исказить представление моего отца о ФДМ безграничны. АФДМА не имеет никакой связи с семьей доктора Типальдеса. Некоторые из ее участников были друзьями моего отца, но многие из новых членов никогда с ним не встречались. Они не предприняли никаких усилий, чтобы узнать меня или моих сестер. Кроме того, они не имеют законных прав на использование каких-либо материалов доктора Типальдеса, защищенных авторскими правами и товарными знаками. Александр Типальдес, владелец модели фасциальных дисторсий. В 2009 году на сайте АФДМА в разделе «Обучение» в статье «Философия обучения» Матч Кастен объясняет причину отказа лидеров АФДМА принять инициативу, предложенную им Алексом. Видение будущего ФДМ, которое имел доктор Типальдес, заключалось в том, что его модель станет частью основы медицины, так же, как это произошло с микробной теорией. Очевидно, что микробная теория появилась значительно позже того, как многие аспекты медицины были уже сформированы. Однако она оказалась настолько важной для успешной медицинской практики, что стала ее неотъемлемой частью. Хотя ФДМ предлагает множество замечательных методов лечения опорно-двигательной системы, если бы на этом все и ограничилось, медицина и пациенты по всему миру лишились бы многих выдающихся открытий методов лечения таких проблем медицинского характера, как камни в почках, в желчном пузыре, переломы, заболевания сердца, инсульт и многих других. Мы, как АФДМА, созданная для продвижения позиций Стивена Типальдеса, несем ответственность за ее реализацию. Реальность американской медицинской системы такова, что если мы хотим видеть методы ФДМ в каждом отделении неотложной помощи в США, нам придется внедрять их через врачей. Если мы сначала обучим всех хиропрактов и физиотерапевтов, желающих применять ФДМ в своей практике, мы никогда не достигнем нашей цели. Именно поэтому на данный момент мы предлагаем курсы только для врачей и докторов остеопатии. Это не наше личное предпочтение, а предвзятость общества, которое вынуждает нас принимать такое решение. В настоящее время мы работаем над обучением врачей теории и практики ФДМ
Наша цель также включить ФДМ в учебные программы медицинских школ, чтобы каждый студент-медик получал хотя бы базовые представления о модели фасциальных дисторсий. Мы также работаем над подготовкой сертифицированных практиков и инструкторов, чтобы в будущем можно было проводить больше курсов. Заглядывая в будущее, когда ФДМ станет одной из основ медицины, я вижу лечение растяжений голеностопа с помощью модели фасциальных дисторсий в каждом отделении неотложной помощи страны, а также преподавание модели фасциальных дисторсий не только в каждой медицинской школе, но и в каждой школе физиотерапии и хиропрактики. Тогда физиотерапевты и хиропрактики, вероятно, будут осуществлять основную часть лечения опорно-двигательной системы, а врачи ориентированы на лечение заболеваний других систем. Уйдут в прошлое времена протокола RICE, REST, ICE, Compression, Elevation. Отдых, холод, компрессия, приподнятое состояние. И острые травмы будут устраняться за 1-3 лечения ФДМ специалистами. Я надеюсь, что этот день наступит очень скоро. Первая цель, описанная в этом абзаце, была моей целью первые 5 лет с момента начала работы с доктором Типальдесом в 1997 году. Пока мы не продвинулись слишком далеко, но мы не сдадимся, потому что у нас есть миссия, и мы ей преданы. Физиотерапевт Марджори Кастон, исполнительный директор Американской ФДМ ассоциации. Как видно из процитированного мной письма Алекса 2017 года, он все-таки пошел своим путем, чем в итоге таки сбил АФДМА с пути истинного, вынудив их в 2015 году допустить к обучению физиотерапевтов и некоторых других специалистов не МД и не ДО. В правде 2024 года в пункте 3 озаглавленном «Квалификация для обучения ФДМ» Кески Танака ФДМО описывает эту ситуацию так. Доктор Типальдес не принимал на обучение хиропрактов и запрещал физиотерапевтам использовать техники ФДМ, которые осуществляются большим пальцем, и манипуляции. Физиотерапевтам разрешалось проводить ФДМ-физиотерапию только под руководством практикующих ФДМ врачей и докторов остеопатии. Доктор Типальдес и Марджори Кастон практиковали в разных местах и в разное время. Доктор Типальдес не обучал физиотерапевтов техникам ФДМ, за исключением техник ФДМ-физиотерапии, которые он сам не использовал в своей практике. Здесь, вероятно, речь идет об инверсионных техниках, разработанных Марджори Кастон. Я не встречал нигде упоминаний, что доктор Типальдес когда-либо и кому-либо их преподавал. После смерти доктора Типальдеса АФДМА стремилась допустить в свои ряды физиотерапевтов из-за дефицита членов. Азиатская, европейская и американские ФДМ-ассоциации, видимо, после того, как решение о допуске физиотерапевтов к членству в ассоциации было все-таки принято, единогласно пришли к выводу, что хиропракты, массажисты и спортивные тренера не должны обучаться. Американская ФДМ-ассоциация в конечном итоге нарушила эту договоренность, допустив к обучению хиропрактов и спортивных тренеров. В воспоминаниях Кески Танака ФДМО несколько смущает утверждение, что на допуске к обучению модели фасциальных дисторсий физиотерапевтов настаивали лидеры АФДМА, так как ЕФДМА стала принимать и их, и хиропрактов, и упоминаемых Кески Танака ФДМО прочих специалистов гораздо раньше своих американских коллег. Сейчас расскажу, как это произошло. В 2008 году, плюс-минус год, в Европе физиотерапевт и остеопат испанской школы австриец Франк Ромер посетил несколько семинаров доктора Георга Харрера и на базе полученных от него знаний и умений создал свой учебный курс по модели фасциальных дисторсий для специалистов любой специальности, позволяющий ее обладателю производить оздоравливающие мануальные процедуры. Такая витиеватость формулировки обусловлена тем, что в Австрии и Германии существует статус хилипрактор, который, сдав экзамен на предмет «что я не имею права делать», может получить любой совершеннолетний гражданин, свободно говорящий на немецком языке. Этот статус позволяет работать с клиентом, в том числе мануальными воздействиями. Помните, в прошлом видео я говорил, что в США доктор остеопатии обладает идентичными правами с врачом. Medical doctor.
В Австрии и Германии, заодно замечу и в Японии, это не так. Да, и там есть институты, предлагающие остеопатическое образование, но их выпускники, получая диплом, не получают юридического права работы с пациентами. Для этого им необходимо дополнительно получить разрешение на занятие альтернативной медициной, то есть статус хилипракта. Если курс остеопатии заканчивают врачи, физиотерапевты и, вероятно, некоторые другие представители медицинских специальностей, они могут представляться докторами остеопатии и в уместных случаях проводить остеопатическое лечение. Тут, если вспомнить, о чем я говорил в предыдущем видео, возникает конфликт из разряда или крест, или трусы. Совмещение несовместимого. Так вот, как люди в германоязычных странах и Японии, да и в русскоязычном пространстве до 2015 года, а некоторые, я уверен, и до сих пор не в курсе, считают остеопатию альтернативным лечением. Доктор Типальдос, видимо, пребывал в заблуждении, что выпускники остеопатических школ во всех странах лицензируются как врачи. Не знаю, понял ли он, что это не так. Если понял, то когда и как на это отреагировал, но получается, что он сам запустил за границами Соединенных Штатов Америки процесс внедрения модели фасциальных дисторсий в практику среднего медицинского персонала и целителей. Но вернемся к Франку Ромеру. В 2011 году Алекс Типальдос на своем портале triggerband.com сообщил о начале сотрудничества с Франком и Синой Ромер, остеопатами, организаторами семинаров по ФДМ в Германии и Австрии. Портал triggerband.com. Ответ Кристофу Росми и Торстену Фишеру Александра Типальдоса. Читаем. Я пытался игнорировать Кристофа и ЕФДМА. Кристоф – это Кристоф Росми, на тот момент президент ЕФДМА, и сосредоточиться на своих собственных планах продвижения ФДМ. Однако Кристоф опубликовал на своем сайте ряд критических замечаний обо мне и моем новом партнере Франке Ромере, поэтому я вынужден ответить. В январе этого года я начал сотрудничество с Франком и Синой Ромер, которые являются квалифицированными терапевтами и опытными преподавателями модели фасциальных дисторсий. Франк прошел обширное обучение различным методам и техникам и пришел к выводу, что ФДМ является лучшим и наиболее подходящим для его практики. Франк, как и я, считает, что обучение ФДМ должно быть доступно всем квалифицированным терапевтам. После завершения курсов по Европейской ФДМ-ассоциации, это утверждение опровергается самим Франком Ромером, как мы увидим ниже, он начал обучать физиотерапевтов ФДМ. Вместо того, чтобы поддержать его, Кристоф и ЕФДМА отклонили его предложение о сотрудничестве. А когда Франк добился успеха в обучении ФДМ, ЕФДМА также начала обучать физиотерапевтов. Еще раз напомню, ЕФДМА допустили физиотерапевтов к обучению в 2009 году. Во время нашего взаимодействия я убедился, что Франк и Сина работают эффективно и профессионально. С ними легко сотрудничать. У них хороший баланс между принципами и прагматизмом. Кристоф утверждал, что я сертифицирую курсы Франка. Мы договорились назвать их сертификат Типальдоса. Так же, как Кристоф называет свою школу Типальдос Академия. Логично, что я ищу компетентного преподавателя по модели фасциальных дисторсий, чтобы продвигать ФДМ среди физиотерапевтов и хиропрактов в США. Нелепо утверждать, что это неправильно. Кристоф также критиковал Франка за его новое учебное пособие по модели фасциальных дисторсий. Вероятно, он делает это потому, что сам пишет книгу по ФДМ. Он даже заявлял мне, что его книга будет лучше, чем учебник моего отца. Кристоф просто раздражен тем, что он и ЕФДМА получили конкурентов. Он понимает, что мое сотрудничество с Франком и Синой открывает нам возможности, которых у ЕФДМА нет. Например, публикацию 4-го издания на немецком языке, проведение семинаров с использованием обучающих видеоматериалов моего отца, а также обучение физиотерапевтов и хиропрактов в Соединенных Штатах Америки. Я всегда ценил работу Кристофа, но он вышел за рамки. Если он критикует Франка, то сначала должен хорошо ознакомиться с его книгой и нашей формой сотрудничества. Торстен Фишер
никак не ответил на обвинение Кристофа на сайте. Скорее, он пытался представить ситуацию так, будто они с Кристофом находятся на одной стороне, и будто Франк атакует Кристофа. На самом деле, Франк просто защищается от болезненной критики Кристофа. И если Кристоф считает себя лучше Франка, он должен доказать это как преподаватель в аудитории, а не распространять ложную информацию о конкуренте на сайте Типальдес Академия или на своих курсах. Алекс Типальдес. А вот обращение к функционерам ЕФДМА Франка Ромера того же 2011 года, размещенное на сайте созданного им в 2009 году коммерческого образовательного проекта «Институт фасциальной остеопатии», в котором он сам обучал фактически всех желающих своему видению мануальной терапии по Типальдесу, а его партнеры, доктор биологических наук Роберт Шляйп, один из основателей Конгресса исследователей фасции, и физиотерапевт, специалист по альтернативной медицине, остеопат Эрик Хабген, специалист по висцеральной остеопатии, триггерным точкам и мышечным функциональным цепям, другим методикам фасциальной терапии. Уважаемые коллеги, после долгого ожидания я наконец-то вынужден ответить на заявление ЕФДМА и Академии Типальдеса. Теперь, когда оскорблены и мои помощники, и друзья, грань допустимого пройдена. Поведение ЕФДМА напоминает мне ситуацию, когда у моих двоих детей отбирают любимые игрушки. Я действительно поражен таким поведением взрослых. С начала 2011 года мы работаем с Алексом Типальдесом, сыном основателя метода модель фасциальных дисторсий. Вместе с ним мы разработали международный стандарт обучения ФДМ. Все организации, соответствующие этим стандартам, могут маркировать свои курсы как сертифицированные по методу Типальдеса. Курсы, предлагаемые ЕФДМА и Академией Типальдеса, не соответствуют этим стандартам и, следовательно, не сертифицированы. Назвать Алекса Типальдеса не специалистом в медицине – это перебор. Поэтому неудивительно, что его сотрудничество с существующими ассоциациями невозможно. Цель Алекса, как и цель Института фасциальной остеопатии, сделать ФДМ доступным для многих людей. Мы работаем над этим. Что касается книги, я хотел бы сказать следующее. Первый учебник по модели фасциальных дисторсий был написан Стивеном Типальдесом. И его четвертое и, к сожалению, последнее издание только что было переведено на немецкий язык и будет распространено нами в ближайшие недели. Первый практический учебник по ФДМ был написан лично мной и будет опубликован в ближайшие дни. Это заявление ложь. Первый практический учебник среди последователей доктора Типальдеса, он известен как прототип книги, был написан доктором Типальдесом в 2006 году, как я уже говорил в начале первой части своего повествования. ЕФДМА на своем веб-сайте критикует мою недостаточную подготовку. Я могу только согласиться. Соответственно, Франк Ромер опровергает утверждение Алекса Типальдеса, что он завершил свое обучение в ЕФДМА. Обучение в ЕФДМА неполное и неадекватное. Постоянные перерывы, ненужные дискуссии и постоянное повторение теории приводят к некачественной подготовке. Мне удалось улучшить это только благодаря моим предыдущим курсам повышения квалификации и дополнительным курсам по изучению фасции. Я не смог завершить базовую подготовку, потому что в то время не было никакой учебной программы, не говоря уже об экзамене. И это ложь. На архивном сайте ЕФДМА сохранилось расписание семинаров. Также там приводится информация о содержании каждого этапа обучения. Однако пройденные мной ранее курсы значительно превосходят нынешние требования. Отделение от ЕФДМА в 2009 году произошло потому, что обучение ФДМ было предназначено исключительно для врачей. И это ложь. Иначе как сам физиотерапевт-остеопат Франк Ромер мог обучаться у доктора Георга Харрера? На мой взгляд, каждый терапевт должен иметь возможность освоить этот метод, чтобы иметь возможность помочь каждому пациенту. В то время ЕФДМА не согласилась с этим и исключила меня из ассоциации. Тот факт, что ЕФДМА сейчас нарушает собственные правила,
можно объяснить только финансовыми причинами. Возможно, это также объясняет большую разницу в ценах на курсы до 200 евро по сравнению с курсами, предлагаемыми Институтом фасциальной остеопатии. Я был бы признателен, если бы ЕИВДМА и Академия Типальдеса сосредоточились на главном и прекратили личные нападки на меня и моих друзей на своих курсах, на своем веб-сайте и во время телефонных разговоров. Если ЕИВДМА продолжит негативно отзываться в Институте фасциальной остеопатии, прошу сообщить им об этом. Франк Рёмер. В 2012 году Алекс Типальдес дал Франку Рёмеру полномочия развивать ФДМ согласно его видению. На основании этого последний учредил International FDM Organization, межнациональную FDM-организацию, как организацию, наделенную Алексом Типальдесом правом сертификации FDM-специалистов и инструкторов. В 2016 году, в силу причин, о которых я расскажу позже, Франк Рёмер утратил над ней свой контроль и перенес Центр управления FDM-образованием в организацию Global FDM Organization. В 2017 году Азиатская, Европейская и Американские FDM-ассоциации консолидировались под эгидой FDM Go, FDM Global Organization. С 2011 года данных о взаимодействии ассоциаций членов FDM Go и компаний, сертифицированных Алексом Типальдесом, возглавляемых в Европе физиотерапевтом-остеопатом Франком Рёмером и хиропрактом Кейси Триммелом в США, в открытом доступе я не обнаружил. Представляю вашему вниманию схему резюме только что рассказанных событий. Далее я представлю ее участников более подробно.